Друзья мои, всем доброй ночи. Поскольку у меня сейчас нет особо времени, я сейчас пока работаю над книгой следующей. Я хотела бы вам подарить между делом, вот пока свои архивы поднимаю, много интересного выходит из моих старых работ. Хочу вам подарить скоропомощника. То есть заговор-скоропомощник от определенных бед. То есть то, что вам поможет вот в эту минуту, в эту секунду, когда у вас что-то происходит, что-то нехорошее. Ну, например, если вы поздно возвращаетесь домой, и у вас какая-то паника и неприятное ощущение, или даже нет паники, в любом случае вы опасаетесь, поскольку сейчас у нас не очень, скажем так, безопасное время, да? Или вы переживаете за своего ребенка, куда-то он делся, вот не знаете где, не берет телефон. Или вам, не знаю, в налоговой что-то там требуют, и вы переживаете, потому что еще не все работы у вас закончены. Переживаете, может быть, из-за какой-то проверки. Или, ну, в общем, любой момент, когда вам нужна срочная помощь. Вот в эту минуту. Есть такая легенда, такая притча, в общем, сказание о некой ведьме, древней ведьме, которая жила много веков назад. Звали ее Соломея. Кто-то говорит, что это дочь Ирода Соломея, которая потребовала голову Иоанна Крестителя, но через некоторое время раскаялась в этом и стала искупать свою вину, помогая людям. Кстати говоря, та самая Соломея, которую вы слышали, стала царицей Армении. Она стала царицей Киликии. Вот та самая Соломея, дочь Ирода. Так вот, о ней речь или не о ней, но есть в притчах древних Соломея-колдунья. Разные есть разного типа заговоры, обращения к ней. Можно ее еще встретить в других, может быть, работах. Но вот я предлагаю вам, проверенный мной не раз, ритуал. Вот такой ритуал-заговор, скажем, потому что это целый ритуал, это призвание ее для того, чтобы она вам помогла. Когда беда минует, оставьте что-нибудь, оставьте какую-нибудь красивую вещь, одежду, может быть, или что-то такое, ну, ценное, может быть, детские вещи у вас есть дома, практически новые. Не отдайте кому-нибудь, а оставьте внизу, пусть забирает, кто хочет, и говорите: возьми, Соломея, ведьма, и передай, кому пожелаешь. Ну, как благодарность можете добавить. Итак, вот вам еще один бесценный заговор, который вам пригодится. Итак, нашептать нужно сразу же. Достаточно одного раза. Но если у вас очень такой запущенный случай, у вас есть время, можете 7 раз прочитать. За 7 гор, 7 морей есть ведьма, Соломея Шептунья. Одним глазом зрит, другим глазом спит. Прошепчи, древняя колдунья, Соломея Шептунья. Шепотом отгони тучи черные, силы грозные. Пусть отходят они с моего пути. Отшепчи беду, отшепчи преграду. Дай, Соломея, взять свою награду. Отшептала Соломея Шептунья, беда сгинула. Аминь. Сами убедитесь, насколько это эффективно. Итак, еще раз прочитаю на всякий случай. За 7 гор, 7 морей есть ведьма Соломея Шептунья. Одним глазом зрит, другим глазом спит. Прошепчи, древняя колдунья, Соломея Шептунья. Шепотом отгони тучи черные, силы грозные. Пусть отходят они с моего пути. Отшепчи беду, отшепчи преграду. Дай, Соломея, взять свою награду. Отшептала Соломея Шептунья. Беда сгинула. Аминь. Еще раз прочитаю на всякий случай. За 7 гор, 7 морей есть в дом ведьма. Извините, все сбилось. Устала, я сегодня заработалась. За 7 гор, 7 морей есть ведьма Соломея Шептунья. Одним глазом зрит, другим глазом спит.
Прошепчи, древняя колдунья, Соломея Шептунья, шепотом отгони тучи черные, силы грозные, пусть обходят они с моего пути. Отшепчи беду, отшепчи преграду, дай Соломея взять свою награду. Отшептала Соломея Шептунья, беда сгинула. Аминь. Вы знаете, у меня почерк, как у врачей. Там просто невозможно разобраться. Вот. Я иногда сама, знаете ли, не могу понять, что я написала. Хоть убейся, просто ломаю голову, что я написала, что мне надо было делать. Я так и не поняла до сих пор. Так что, когда у меня шпаргалку поймали в школе, я сказала, что это стихи на китайском. И фиг они доказали, что это не так. Так что, дорогие друзья, не удивляйтесь, что иногда сама сбиваюсь, потому что у меня почерк ужасающий. Я еле сама читаю свой почерк. Ну, вот так вот привыкла я писать. У меня лекции испортили, у меня почерк был отличный. В университете испортили лекции, почерк. Пусть этот заговор скоропомощник вам послужит, вам поможет. Точно так же, как служит и помогает людям все остальные мои заговоры и работы. Удачи вам. А я пошла работать над книгой дальше.